Привет, уважаемые медвежатники! Сегодня я вам расскажу о финальной модернизации Flying Bear Ghost 5, а именно об установке директ-экструдера на базе более качественного BMG фидера и Hotenda E3DV6 от компании Mellow Store. Так как родной Hotend напоминает солянку из комплектующих от разных девайсов. Сопло от E3DV6, нагревательный блок от E3DV5. Радиатор очень похож на E3DV6, но в то же время урезан на 1,5 см по высоте, а термобарьер гладкий, как у МК-8. В то же время кожух из пластика сделан так компактно, что на турбину 5015 можно спроектировать только самую маленькую примитивную насадку обдув, которая, к сожалению, недостаточно для качественной печати. Изначально я планировал спроектировать кожух под две турбины 40×10 для двухстороннего обдува, но, к сожалению, такое решение хоть и выглядит симпатично, но оно будет урезать достаточно сильно область печати, почти на 1,5 см. Да и в предыдущем видео я сделал масштабный тест разных турбин и вентиляторов. И согласно полученным результатам оказалось, что самой мощной является турбина 40×20, которая по габаритам точно такая же, как две турбины 40×10, но дует сильнее, чем две эти улитки вместе взятые, и даже мощнее самой мощной турбины 5015, поэтому на ней решил остановиться. В программе Autodesk Inventor 2017 года я спроектировал корпус, который не будет урезать область печати, будет жестко посажен на каретку и удобен при монтаже. BMG мы устанавливаем на усиленный держатель. Обдув полукруговой. Белтач можно также поставить при желании. 40×10 улитка спрятана под кожухом. При этом сам кожух монолитный. Плату с концевиком я решил не менять, она надежно фиксируется. Сам же E3DV6 имеет большую длину в отличие от заводской урезанной солянки. Но благодаря этому мы можем спроектировать любой практически геометрии обдув, что в принципе немаловажно. Да и смотрится он намного лучше. А это уже полностью подготовленный набор для модернизации. Но сперва сделаем некоторые замеры на весах. Алюминиевая каретка весит 86 грамм, штатный кожух 36 грамм, а новый распечатанный 38. А вот что касается Hotend'ов, то заводской урезанный имеет меньшие размеры, как радиатора, так и блока. Но в отличие от полноценного E3DV6, они по весу идентичны. При этом заводской BMG весит 78 грамм. А BMG от Mellow Store чуть полегче, 74. Основная причина замены заводского BMG заключается в не очень качественной подаче филамента, особенно гибкого эластана или флекса, который иногда зажевывается внутри корпуса. Это связано с перекосом канала филамента. Обратите внимание, что пруток стоит криво и отсутствует соосность. Но это не самое страшное. А самое страшное это наличие скруглений и зазоров между корпусом и подающими шестернями, в которые зажевывается как раз филамент. У фидера от компании Mellow Store зазор практически полностью отсутствует и никаких скруглений нет. Канал максимально соосный, поэтому он работает как автомат Калашникова, безотказно. Это и есть разница между дешевыми и дорогими комплектующими. Также если присмотреться, то на заводской шестерне налипает пластик, а на фидере, которому больше года, налипаний нет. Это связано с некачественной обработкой подающих зубцов, то есть наличию заусенцев после фрезеровки. Выбор Hotenda в пользу E3DV6 был очевиден, ведь у него стоит съемный более тихий вентилятор обдува согласно последних тестов. Полноценный радиатор, резьбовой термобарьер под тефлон и увеличенный нагревательный блок, а также сопло, полированное внутри с правильным отверстием на 4 мм. И, конечно же, силиконовая защита. Для директа штатный мотор слишком тяжел, 284 грамма. Лучше заменить на Титан 138 грамм. Но, как уже поняли, намного дешевле выйдет купить уже готовый набор, номер 3, где присутствует и мотор, и фидер, и Hotend E3DV6 в сборе. А теперь переходим к сборке и первым делом поставим держатель BMG, который печатается на боку для увеличения надежности. Также, если вы заметили, я усилил конструкцию дополнительными ребрами жесткости. Ничего уже не прогибается, не проминается, и это очень хорошо. Фиксировать на каретке будем двумя винтами М3-18 и двумя короткими винтами М3-6, чтобы не зацепить внизу плату. Внутри самого кожуха есть вырезы под контакты, куда мы и ставим нашу плату. И с помощью специальной скобы, в которую прессовали предварительно гайки М3, надежно крепим эту плату и сам кожух к каретке Hotenda. При этом получаем высокую жесткость конструкции и отсутствие вибраций. Винтом М3-6 фиксируем дальний угол платы, чтобы она не прогибалась при вставлении контактов. Первый этап закончен. Переходим к установке E3DV6, у которого предварительно нужно надфилем сделать небольшие надпилы глубиной не более полумиллиметра на переднем фланце по диагонали,
чтобы отверстия на каретке были максимально соосны и винты без труда проходили вскользь этих каналов. Но сразу хочу отметить, что такая доработка никак не повлияет на работоспособность этого хот-энда в дальнейшем, если вы захотите его использовать в прямой сборке с BMG. От вентилятора радиатора 3010 я отвел два провода, которые мы будем использовать для вентилятора 40×10. Это обдув мотора экструдера, чтобы он не перегревался. Крепление самого хот-энда осуществляется с помощью специальной скобы с прессованными гайками М3. Она надевается на шею радиатора. При этом отверстие гаек совмещаем с надпилами. И хот-энд устанавливаем в посадочное место на нашем кожухе. А с обратной стороны вкручиваем винты М3-18. По сути, такое крепление поджимает и саму плату, и сам кожух надежно к каретке принтера. И при необходимости, открутив эти винты, можно легко снять сам хот-энд для того, чтобы провести техобслуживание. Вверху кожуха сделал отверстие сверлом под вывод проводов вентилятора, но в самой 3D модели отверстие не делал. Мало ли, может вы захотите вывести эти провода как-нибудь по-другому. Корпус сделан таким образом, чтобы ничего не мешало при установке и снятии нагревательного блока с термобарьером, а также самого нагревателя с термодатчиком. Это очень удобно. Как видите, друзья, все установилось очень компактно, учитывая ограниченное пространство нашего летающего медведя. В самом корпусе турбины 4020 рекомендую нарезать резьбу М4. Это облегчит монтаж и техобслуживание в дальнейшем. Но так как у нас появилось много свободного места, то я спроектировал два вида обдувов, которые крепятся на корпусе помимо винтов еще и с помощью круглых защелок. Это у нас односторонний широкий обдув, но мы будем ставить полукруговой, он мне больше понравился. Фиксируем винтами М420 и проверяем, чтобы обдув не находился ниже уровня нашего сопла. Также не забываем припаять к нашим проводам вентилятор 40×10 для обдува мотора экструдера. Теперь переходим к полноценной сборке BMG фидера на базе комплектующих от Mellow Store. При этом обязательно проверяем легкость прокручивания редукторной шестерни, но для этого отворачиваем поджимающий рычаг. Если же у вас туго движется, это значит, что нужно немного сместить мотор вниз, а фидер вверх, именно при закручивании, чтобы увеличить зазор между шестернями. Теперь крепим вентилятор 40×10 винтами М330, но между корпусом шаговика ставим гайки М4 для улучшения циркуляции воздушных потоков. Остается нам только поставить тефлоновую трубку. Это один из способов установки снаружи. Загоняем тефлон через фитинг радиатора, после чего поджимаем этот фитинг пинцетом, проталкиваем трубку через фитинг фидера до упора. Но тут важно правильно подобрать размер трубки, чтобы она немного выпирала на 0,2 мм за пределы термобарьера. С одной стороны, такое крепление достаточно простое, но, как показала практика, не особо надежное. Поэтому рекомендую сделать все правильно изначально, а именно в сам радиатор, обычной фиксацией фитинга скобой. При этом также конец трубки должен выпирать за пределы термобарьера на 0,2 мм. Он в итоге подожмется соплом и не будет внутренних зазоров и, соответственно, пробок. Ну а дальше собираем все, как показывал ранее. Только не забываем поставить скобу еще и на фитинг фидера. И вот наш директ полностью собран. Если вы захотите поставить датчик BealTouch, то в 3D модели я уже добавил для вас два отверстия и такой вот крепеж. Но себе ставить его не буду, так как не вижу в этом смысла. У меня работает все и так прекрасно. Общий вес головы по оси X составил 486 грамм. А вес головы портала оси Y 600 грамм. Итого общий вес портала оси с учетом головы составит 1086 грамм. К примеру, у Ender 3 стол весит 1400 грамм со стеклом. Если сравнить новую модернизацию со штатным от Медведей, то это как сравнить Mercedes и Жигули. Разница очевидна. И в подтверждение моих слов я решил продемонстрировать вам печать с новой доработкой.
вот, друзья, мы закончили модернизировать летающего медведя. Результатом этой доработки я остался полностью доволен, ведь мне не пришлось урезать область печати по осям X и Y. При этом все получилось надежно и компактно. Абдул справляется отлично даже с миниатюрными моделями. Но самое главное, теперь стоят качественные комплектующие от проверенного магазина Mellow. Ссылку на полный набор Hotenda с экструдером скину под видео в описании. И обновлю архив с файлами в своем маркете. Также выложу бесплатные STL-файлы для печати в нашей группе телеграм-канал 3D Help Чуча ТВ, где мы часто обсуждаем и делимся полезной информацией. Надеюсь, это видео вам понравилось. С вами был Макс. До новых встреч. Пока.